Привет, друзья! Сейчас новый обзор последних новостей Германии и Европы. В Германии с 2026 года готовятся масштабные изменения в социальной и налоговой системе от минимальной заработной платы и пенсии до транспорта и занятости. Эти решения принимаются на фоне новых экономических ориентиров, которые формируются как в Берлине, так и на уровне всего Европейского Союза. Одновременно в Европе усиливается дискуссия о самостоятельности Европейского Союза. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении к гражданам Германии заявил о необходимости опоры на собственные силы. А вот курс канцлера Фридриха Мерца в Берлине все чаще соотносится именно с политикой Брюсселя под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Еще одна важная тема – это новое решение еврозоны. Болгария готовится к переходу на евро, и это уже отражается на решениях Европейского центрального банка и финансовых расчетах внутри ЕС. И это еще не все. Сегодня в отношениях между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки возникает дополнительное разногласие из-за визовых ограничений и цифрового регулирования. А в глобальной экономике Европа сталкивается с новыми факторами конкуренции со стороны Китая в сфере высоких технологий и производства микрочипов. Во всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, с 2026 года в Германии вступает в силу ряд значительных изменений, которые затронут социальную сферу, налоги, занятость и повседневные расходы. Прежде всего перераспределяется доход. Минимальная заработная плата с 1 января увеличивается, внимание, до 13,9 евро в час. Также повышается минимальная выплата для стажеров и растет верхний предел дохода для мини-работников до 603 евро в месяц. Порог дохода, не облагаемого налогом, также поднимается, что оставляет у вас, как у граждан, больше свободных средств. Популярный проездной Deutschland Ticket подорожает с начала года, и цена повысится аж до 63 евро в месяц, что отразится на бюджете тех, кто регулярно пользуется региональным или пригородным транспортом. Пенсионеры также могут рассчитывать на повышение выплат с июля примерно на 3,7%, а также получат возможность зарабатывать, внимание, до 2000 евро в месяц без уплаты подоходного налога благодаря новому режиму под названием «Активная пенсия». Также расширяется налоговая льгота, увеличиваются необлагаемые суммы для детей и для тех, кто работает в качестве добровольцев, а правила компенсации за поездки на работу предусматривают более выгодные условия. Вводится обновленная система учета молодых граждан, в рамках которой 18-летним будет направлен обязательный такой опросник о готовности к государственной службе. Также планируется повышение компенсации для водителей за каждый километр пути и изменение некоторых ставок социальных взносов при высоких доходах. Эти и другие изменения призваны смягчить влияние инфляции, повысить доходы работающих и адаптировать социальную систему Германии к новым экономическим условиям. А теперь к главной новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с рождественским обращением, в котором заявил, что Европа начинает заново осознавать свою политическую и экономическую силу. По его словам, страны Европейского Союза стали действовать более согласованно и последовательно в отстаивании собственных интересов. Штайнмайер подчеркнул, что Европейский Союз должен усиливать собственные возможности в сфере экономической устойчивости, технологического развития и долгосрочной стабильности. Он заявил, что для этого требуется единство всех стран ЕС и отказ от внутренней разобщенности. Президент отдельно отметил значение демократии, правового государства и свободы слова, назвав их фундаментом европейской модели. По его словам, эти принципы должны защищаться не декларациями, а конкретными политическими решениями. Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Германии о будущем Европы и роли Берлина в ЕС при канцлере Фридрихе Мерце, а также на фоне курса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на усиление самостоятельности Европейского Союза в экономике и внешней политике. И это еще не все. С 1 января 2026 года к еврозоне, внимание, официально присоединится Болгария, и это отражается даже на ежедневной денежной работе Европейского центрального банка. В следующем году объем изготовления, внимания, монет в рамках общего валютного пространства значительно увеличится. Европейский центральный банк утвердил выпуск монет на сумму примерно 2,4 миллиарда евро.
Это заметно, кстати, выше обычных уровней, которые в последние годы колебались около 2 миллиардов евро. Основная часть этой продукции, а это 1,9 миллиарда евро, предназначена для повседневного обращения, остальное это коллекционные монеты. Среди стран зоны евро крупнейшим производителем вновь окажется именно Германия. Для справки, немецкие монетные дворы планируют отчеканить монет на сумму около 558 миллионов евро, в том числе более 200 миллионов евро в виде памятных и коллекционных выпусков. За Германией следуют Франция и Испания с 342 и почти 299 миллионами евро соответственно. Новичок еврозоны, как я сказал, это Болгария, которая запланировала отчеканку собственных монет на сумму свыше 164 миллионов евро, почти исключительно для повседневного использования. С присоединением Болгарии набор стран с евро, внимание, расширится до 21. Европейский центральный банк ежегодно определяет лимит выпуска монет для государств еврозоны на основе их потребностей, и эта квота является ориентиром для национального производства. Такой рост объемов производства монет отражает не только расширение валютного союза, но и необходимость подготовки к переводу в обращение большего количества наличных перед началом совместного использования евро в новой стране. Следующая новость стала одной из самых неожиданных для Европы. Европейский Союз отреагировал на новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты Америки, введенные американскими властями в отношении нескольких граждан Европы. В Белом доме под предлогом борьбы с цензурой отменили визы и запреты въезд, в том числе бывшему еврокомиссару Тьерри Бреттону, одному из авторов европейских цифровых законов, и двум руководительницам немецкой организации Hate Aid, которая борется с ненавистью и дезинформацией в интернете. В Брюсселе и Берлине такие меры назвали недопустимыми и необоснованными. Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты Америки должны объяснить свой шаг и что Брюссель готов принять ответные меры, чтобы защитить право ЕС самостоятельно устанавливать свои правила, в том числе в области цифровой экономики и свободы слова. Также с развернутыми комментариями выступили лидеры стран Европейского Союза. Председатель Европейского совета Антонио Кошта назвал действия Вашингтона неприемлемыми между союзниками и партнерами, а немецкие политики подчеркнули, что регулирование цифрового пространства в ЕС – это суверенное право блока, и оно не подлежит внешнему диктату. Для Германии и ЕС такой шаг Соединенных Штатов Америки означает новый этап обсуждений в трансатлантических отношениях, в которых вопросы торговли, технологий и регулирования цифрового рынка уже давно находятся в центре споров. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца и представители ЕС работают над тем, чтобы сохранить диалог и при необходимости ответить на шаги Вашингтона, которые, по их мнению, подрывают партнерство между Европой и США. Следующая новость показывает быстрые изменения в мире технологических гонок. В мировой сфере производства полупроводников наметились заметные изменения. Китай неожиданно приблизился к созданию собственной технологии производства передовых микрочипов, что усилило давление на Европу и весь Запад. Речь идет о разработке оборудования для, внимания, литографии. Это ключевой этап в производстве современных чипов, где до сих пор доминировали именно западные компании, включая голландскую ASML и поставщиков высокоточной оптики из Германии. Эксперты отмечают, что в случае запуска собственного производства в Китае это может повлиять на расстановку экономических приоритетов в глобальной экономике. Именно поэтому тема полупроводников все чаще звучит на уровне Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявляла, что зависимость Европы от внешних поставщиков микрочипов представляет стратегический риск для всей промышленности, обороны и цифровой экономики. Для Германии, как ведущей индустриальной страны ЕС, вопрос становится особенно острым. Автопром, машиностроение и электроника напрямую зависят от стабильности поставок чипов. Усиление Китая в этой сфере может означать рост конкуренции, снижение влияния Европы и необходимость срочных инвестиций в собственные технологии. В Брюсселе все чаще подчеркивают, что развитие полупроводниковой отрасли выходит уже за рамки экономики и становится важной частью долгосрочной стратегии всей Европы. На этом пока все. Вы слушали последние новости Европы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.